Привет всем! Сегодня я хочу показать, как набирать вот такой край для вязания. Из такого края можно вязать дальше платочной вязкой, то есть все петли лицевые. Получится вот так. Или, так как вот в этом варианте, сделать набор, очень интересный набор, и дальше вязать резиночкой 1 на 1. Сейчас я буду показывать, как делать такой набор, а вы пока можете поставить лайк и подписаться на мой канал. Так, пока я снимала мастер-класс, меня тут храпела на весь дом вот эта вот охрана. Охрана! Охрана! Ко мне! Ты что спишь? Ты что спишь, а? Ты что, должна меня охранять? Вот так вот. Ай, тихо, Люся, девочка такая. Ты храпела тільки що, да? Мешала мне. Очень интересный набор. Вот берем, значит, пряжу. Сначала мы вяжем образец. Всегда пробуем, сколько нам нужно будет вот отделить от мотка пряжи. Складываем пряжу вот так вдвое. Отделяем себе. Примерно нужно будет умножить то расстояние, например, если вы вяжете 30 сантиметров или 40 сантиметров ширина изделия, нужно будет где-то умножить на 3 примерно. Ну и вот такой длины кусочек пряжи сложить пополам. Теперь возвращаемся к тому концу, где у нас вот этот кончик. Вот эта вот нить у нас идет к мотку нашему. И вот делаем такой набор. Значит, вот берем 2 пальца, обматываем, спускаем петелечку и вот эту вот ниточку, кончик, одеваем на иглу и затягиваем. Вот прям вот такое начало. Вот этот узор я подсмотрела у француженки. Значит, она показывала технику узора по своему, как вот они вяжут во Франции, да, вот так вот одевается вот эта нить на этот палец, как-то там вот так вот пропускается. Для меня это очень неудобный способ, очень неудобный. И, значит, потом наматываем вот так на пальчик, и вот здесь у нас будет уже разница. Хватаем здесь, накидаем петлю и, значит, вот я, наверное, так, неправильно я сделала этот вариант, не так. И смотрите, тут очень важно. Первый раз вот так одевается, вот так, да? Захватываем с этого пальца, накидаем петлю. Вот она у меня, нитка очень слабая, потому что у меня нет такой техники еще. Вот, пропускаем сюда. Так. Вот. Опять поправляем, как мы там держим нить, иголочку. Теперь с этой стороны хватаем вот эту петлю, накидаем сюда и пропускаем вот так через низ. И вот у нас получается такой, как бы, вот этот момент, да? Теперь вот я вот так вот мучилась по-французски. Для меня это, конечно же, мучение. Вот. Но все-таки покажу способ французский, а потом покажу, как я. Теперь вот так. С этой стороны берем вот так. Сюда. И поднимаем вот так. Медленно показываю, потому что это очень... Тут разобраться. Теперь с этой стороны. Так. Сейчас. Тут надо понять хорошенько. Значит, вот с этой стороны, вот это, значит, то, что на иголочке у нас нить лежит сверху. Захватываем сюда, заходим, потом одеваем петлю. Так, сбрасываем. Теперь с этой стороны вот так одеваем, накидываем нить
И вот так. У меня уже даже и по-французски неплохо получается. Как бы уже привыкла. Значит, смотрите, вот так вот вяжу таким вот способом. Вот так держит нить вот эту рабочую. Это Франция, Англия, я заметила. Остальные все турки, мы, значит, китайцы и японцы вяжут вот так. Вот так. Смотрите, как мы делаем по-своему. Значит, сейчас вот так я держу, да? Беру отсюда. Ну, обычный способ оказывается. А я мучилась так долго. Теперь нужно поменять положение нити. Вот так и вот так. Смотрите, что получается. Видите? Вот то же самое, только держим нашим привычным способом. Отсюда. Вот это наш любимый. Только теперь поменяли. Вот отсюда. Вот я показала два способа. Французский и наш, будем сказать, украинский. Так, теперь отсюда. Так мне быстрее даже. Теперь просто меняем положение пальца. И вот у нас вот такие вот красивые получаются. В результате меняем пальчик. Так. Вот уже и быстро пошло. Вот так. Понятно, да? Кому нравится по-французски, делаем так, как я делала в начале. То есть держим нить на правой руке. Раз, накидываем. Ну вот мне это все-таки не особо удобно. Но, наверное, если привыкнуть, теперь вот так. Вот. Накидываем и пропускаем сюда. Затягиваем. Конечно же, так как я привыкла держать уже с детства спицы и рабочую нить, мне так удобнее. Вот таким способом. Меняем пальчик и отсюда. Дальше что мы вяжем? Следующий ряд, который... Так, сейчас я спицу. Переворачиваем нашу работу. Значит, вот у нас, значит, как французы дальше вяжут. Показывать или уже по-своему вязать? Значит, что они делают? Точно так же они дальше. Вот мы распутали вот этот кончик, он нам уже, как бы, если нам не надо больше набирать, он нам уже не пригодится. Мы берем рабочую нить, это все разбираем. Первая петля не провязывается, снимается. Так, делаем накид и провязываем 2 петли вместе лицевой. Так, да. Когда французы вяжут, они вот эту нить держат на правой руке. Рабочая нить на правой руке. И мне это, конечно, неудобно, но они вот так вот делают. Вот так вот, значит, будет у нас накид, 2 вместе. Так, значит, как-то вот так накидываем. И как-то они еще умудряются ее держать. В общем, все то же самое, только в другой технике. У меня сейчас получится коряво, потому что я, значит, накид, так, накид, так, 2 вместе. Они как бы и не 2 вместе, это одна петля, просто она связана из 2 ниток. И перехожу я на свой обычный способ: накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая петля. Так довязываем до конца ряда.
провязываем последнюю петлю. Так. Разворачиваем работу. И все петли провязываем лицевыми. То есть у нас по сути сейчас идет платочная вязка, а вот здесь, где были накиды, у нас будут дырочки ажурные. И провязываем все петли лицевыми. И вот так вот мы заканчиваем такую вот отделочку, да, получается. Очень оригинальный низ. Очень оригинальный низ. Вот можно шарфы так начинать вязать. И вот потом вот за вот эти вот, причем оно смотрится и с этой стороны вот такими вот, видно резкость? Вот такими вот, как бы узелками, да, и с этой стороны тоже узелки просматриваются. Это у нас сейчас лицевая сторона получается. Здесь, конечно, узелки выгоднее смотрятся, красивее. Так, и последняя петля, которую мы первую снимали, провязываем ее и снимаем. В следующем ряду не провязываем. Значит, и следующие ряды тоже все вяжем лицевыми. Вот в этом узоре я думала на изделии все-таки это вот когда, если у нас идет по низу планочка как бы из платочной вязки, планки для застежки иногда провязываются платочной вязкой, вот каких-то несколько сантиметров, там 2-3 сантиметра для окантовки полочек, рукавов по низу, или планку можно тоже для застежки также вывязать. Можно таким вот способом вывязать. Очень красивый, эффектный способ, да, набора. Я думаю, даже вот так вот вручную можно связать, а потом навесить на машину и продолжать дальше любым узором вязать на машинке вязальной. Вот такие это у нас изнаночная сторона. Вот так вот смотрится. Ну, тоже, кстати, оригинально очень. Интересный такой ажурчик по изнанке идет. И вот так вот получается лицевая сторона. Все, всем всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.